Всем готово? Погодка сегодня, конечно, шепчет. Сегодня надо 600 метров набрать. Друзья, всем привет! С вами Тарас Поздний, и мы продолжаем нашу экспедицию на Эверест Лходзе. В первой части мы прибыли в Катманду и прошли трекинг к базовому лагерю. Кто не смотрел, ссылочка в описании и в подсказке. В этой же части нас ждет Пуджа, тренировки на Хумбу и акклиматизация на вершине Лабуче Восточная высотой 6119 метров. Будет красиво и интересно. День рождения в базовом лагере с воздушными шариками. Саксофон в горах – это фишка Коли Колосовского. И это невероятно прекрасно. Просто насладитесь. Перед выходом на гору обязательно проходит ритуал пуджа. Приглашают ламу из соседнего монастыря, он читает молитвы и проводит сам обряд. Данный ритуал – это обращение к духам горы, просьба, чтобы они были благосклонны к восходителям, позволили нам подняться и спуститься с вершины живыми. Пуджа – обязательная часть любой экспедиции на 8000. Ну что, попуджились? Можно выдвинуться и на тренировку. Она проходит на сираках легендарного ледопада Кхумбу. И обязательно перед настоящими испытаниями стоит освежить свои навыки подъема и спуска по крутым перилам. Тренировочные занятия на ледопаде Кхумбу для нашей группы Эверест Лходзе и Лабуче. Конечно же, во время тренировок мы учимся ходить и через трещины по лестницам. Ведь на переходе между базами и вторым лагерями Эвереста нас ждут десятки подобных трещин. Поначалу ходить по лестницам немножко страшновато. Чувствуешь себя неуверенно и неуклюже. Но со временем они проходятся все легче и быстрее.
Это нормально. За день с Эвереста из соседних вершин сходят десятки лавин. И в начале экспедиции ты выбегаешь с палатки, чтобы посмотреть на каждую. А потом привыкаешь. Сидели, а тут оторвался кусочек лавины такой мощной. Может даже немножко припорошить. После пуджи и тренировки мы выдвинулись в сторону Лабуча. Но прямо скажу, погода на ближайшие дни была далеко не самая лучшая. «21 апреля. Сегодня должны были переходить в штурмовой лагерь Лабуча на высоту 5400. Но прогноз погоды не очень хороший. Такое иногда в горах случается. Ветер до 50 км в час и снег на 6000. Смысла идти в такую погоду вообще ноль. Поэтому мы решили перенести наше восхождение. А сейчас выдвинулись в Беккери, которая тоже находится в Лабуче, но не на вершине, а в деревушке. Самая высокогорная Беккери на высоте 5000 метров. Будем кушать тортики и пить кофе. А еще, может, посмотрим фильм. А вот и пришла непогода, из-за которой мы сегодня не выдвинулись на штурм Лабуча. Все затянуло, снег, а там вверху еще и сильный ветер. Двое суток мы коротали время за шахматами, игрой в дурака и рассказами о былом. Спустя 2 суток ожидания в пирамиде выдвинулись наконец-то в хайкемп Лабуча на высоту примерно 5400 метров. Можете видеть, сколько снега нападало за это время. Все в снегу, сантиметров, было может 15-20. На солнце немножко уже подтаяло. Солнце такое яркое, снег такой белый, что даже в солнцезащитных очках немножко неприятно глазам. Вот тут находится наш штурмовой лагерь. А вершинка уходит вот туда вправо, пока ее не видно. Посмотрите, какой красивый хайкемп в Лабуче, в каком прекрасном месте. Слева Амадаблам, справа Кантега. Очень красиво.
Час ночи. Проснулись, собираемся выходить на штурм Лабучи. Час 30 пьем чай и выходим к вершинке. Погода пока очень-очень прекрасная. Погодка сегодня, конечно, шепчет. Вообще. Ветра нет. Да, такая тишина. Тишина, да. 5500. Высоту покажу. Всего-то надо 600 метров набрать. Две песни. Чуть больше 5 утра, около 3 часов хода, мы пришли на высоту 5650, так называемый Crampons Point. Здесь одеваем кошки, и дальше начинается уже крутой подъем. Вон ребята лезут. А вот там уже видна вершина. Уже рассвет близится, красота нереальная. Ну что, друзья, вот очередя и на Лабучи. Крутые перила. Человек 15 собралось в очередь. Ну, полчаса точно будем ждать. А тем временем уже рассвет. Вот такая вот красота вокруг. Я сейчас все сделаю. Я жду, пока выйдут, и я займусь. Камон! Эй, окей, Борис! Блять, ну что вы там придумали? Стой на, кто? Блять, ну не написано в этой херне, как сказать, я не знаю. Чувак с белым рюкзаком, подойди, белый. Назад берешь. Не, гоя! Ой, сейчас. Саша. Смотри. Ну что вы?
Ну что, последние шаги к вершине Лабучи пика. А ну, ребята, помашите там ручками. Поднялись на вершинку Лабучи, и самое время подкрепиться батончиками от Йидла. Они на самом деле очень прикольные. Кому батона? У тебя свои есть? Да. Тоже Йидла. Держи. Тоже Йидла. Раз, есть какой-нибудь другой? Вот я там с манго пробовал. С манго пробовал, но есть эспрессо, есть смородина. Эспрессо будешь? Да, эспрессо попробуешь. Еще что? Спасибо. Есть конопляный. Конопляный. Давай, держи конопляный. Ну что, друзья, мы на вершине пика Лабучи. Тестировал вот такую тепловую маску. Работает неплохо. Зачем она нужна? Для того, чтобы горло не замерзало при низких температурах, когда дышит шторм. У меня проблема с горлом. Начинаю очень быстро кашлять. И вот тепловые маски не так, чтобы сильно удобно, но зато вроде эффективно. Фух, на Лабучи сходили как на акклиматизацию. Будем спускаться и возвращаться в базовый лагерь, где продолжим нашу экспедицию на Эверест и Лхотсе. Что, как впечатление? Вообще Расик. Ждем Саню, все, мы с Вовой идем на Эверест. Да? Да. Да, Вова? 20 баллонов кислорода. Да, и в наш 15 рекорд. шерпа. Да. Ну, Где 15 ваш это Эверест? много, Видите? а 10 нормально. Вон Эверест. Вон самый левый. Да. Эверест, Нупце, правее Лхотсе, а вон вдалеке Макалу. Вот эта пирамида возвышается. Друзья, спасибо за просмотр. Надеюсь, видео вам понравилось. И если это так, то не забывайте поставить ему лайк, написать комментарий и подписаться на канал. Можете даже поставить колокольчик, чтобы не пропустить следующие выпуски. Ведь в следующей серии мы поднимемся на высоту выше 7000 метров, а также выйдем с базового лагеря с целью штурма вершины. До встречи в горах!